Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович. Я директор клинического госпиталя Нейровита, доктор медицинских наук, профессор. Сегодня мы продолжаем цикл наших мини-лекций по патологии, которой занимается непосредственно наша клиника. 3 года назад мы читали большой курс лекций по боковому амиотрофическому склерозу. Сегодня, спустя 3 года, мне хотелось бы представить наши новые данные относительно нашей концепции, которая изменилась в отношении бокового амиотрофического склероза, и представить, собственно, те новые технологии, которые мы сегодня предлагаем нашим клиентам. Итак, лекция называется «Инновации в диагностике и лечении бокового амиотрофического склероза или болезни моторного нейрона». Болезнь моторного нейрона достаточно серьезное заболевание, смертельное заболевание. И проблема, с которой сталкивается больной с БАСом, это сначала понять, что у него есть данное заболевание. Потому что, как правило, очень долго идет процесс диагностики, врачи достаточно долго опасаются ставить этот диагноз, потому что это практически приговор пациенту. И сам по себе диагноз бокового амиотрофического склероза ставят тогда, когда 70, а иногда 90% мотонейронов уже погибло. Потому что вся существующая молекулярная диагностика этого заболевания, она практически начинает работать, когда больной находится в терминальном состоянии. И поиск определения нейрофиламентов, патогномоничных СОД1 белков, ФУС белков, ТДТ-43 белка и других белков, они практически появляются уже тогда, когда идет мощнейший распад моторных нейронов. Стандартная игольчатая миография, как правило, тоже верифицирует уже факт разрушения моторного нейрона. А МРТ регистрирует также, в общем-то, то есть констатирует факт уже необратимых повреждений моторных нейронов. Много лет работая с этими пациентами, мы пришли к выводу, что боковой амиотрофический склероз является постгеномным, эпигеномным и протеомным заболеванием собственной гемопоэтической стволовой кроветворной клетки. А поражение моторного нейрона – это не причина, а следствие скрытой болезни крови, проявляющейся моно- или олигоклональным гемопоэзом, или, другими словами, кроветворением. Потомки патологического клона гемопоэтических стволовых клеток настолько аутоагрессивны, что они, собственно, и убивают собственные моторные нейроны. Поэтому цель терапии, которую мы сегодня формулируем для этих пациентов, это в первую очередь, во-первых, ранняя диагностика этого заболевания, а второе – блокирование патологического клона гемопоэтических стволовых клеток, который формирует вот этот олиго- или моноклональное кроветворение, и восстановление поликлональности кроветворения как биологической основы физиологического гомеостаза органов ткани организма человека и мозга соответственно, за счет выхода и активации здоровых гемопоэтических стволовых клеток, которые были подавлены доминирующим в крови патологическим клоном ГСК. Я достаточно сложно говорю, но другими словами нужно сказать, что мы считаем, что патологический клон гемопоэтических стволовых клеток начинает доминировать, его потомки повреждают нейроны, и именно вот длительность процесса и необратимость обусловлена вот этим клональным кроветворением. Соответственно, мы установили, что клональное кроветворение, не только мы, сегодня ученые по всему миру считают, что клональное кроветворение достаточно распространенное состояние, характеризующее изменения гемопоэтических стволовых клеток пациента за счет развития расширяющихся клонов размножающихся клеток крови в организме, вызванных мутациями в их ДНК.
Несмотря на бессимптомное течение, с возрастом эти заболевания становятся повсеместным и являются фактором риска и бокового миотрофического склероза, всех нейродегенеративных заболеваний, рака и всех возрастных заболеваний. И поэтому особенно оно распространено именно в специализированных кроветворных клетках, это заболевание, и это особенно позволяет сформировать клоны стволовых клеток. Сам процесс, он достаточно типичен, то есть идет обмен патологическими белками из поврежденной клетки, гемопоэтическая клетка получает в себе эти белки и, соответственно, реагирует тем, что ее потомки начинают быть аутоагрессивными непосредственно к клеткам нейрональным. В основном, как мы видим, существует миелоидная линия гемопоэтических клеток и лимфоидная группа. Так вот, основные изменения происходят именно в лимфоидной группе. Это Б-клетки и это Т-клетки, которые начинают быть агрессивными непосредственно к нервной ткани. Механизм формирования клональности, он тоже хорошо описан, и это результат соревнования клеток, которые отбирают победителя и отсеивают менее подходящие клетки проигравшего. И, соответственно, эти изменения в клетках можно зарегистрировать. Мы исследовали 69 образцов кроветворной ткани у 66 больных с боковым миотрофическим склерозом и сравнили их с клетками донора и показали, что вот сереньким показаны клетки донора, здоровые клетки, а синим показаны клетки бокового миотрофического склероза. И мы показывали вот эту клональность и сравнили ее с пациентами с раком, вот это красное. То есть видно, насколько глобально отличаются эти два клона друг от друга по молекулярному составу. Самое главное другое. Самое главное оказалось, что внутри этого клона мы можем различать реальную патологию, то есть уже прогрессирующую патологию, и патологию, которая находится в скрытом состоянии. Особенно это характерно для семейных форм бокового миотрофического склероза. Вот посмотрите, вот профиль здорового, нормы 56 пациентов серенькие. Вот здесь профиль больной БАС, который лежит в терминальном состоянии практически. И вот здесь профиль синий, это профиль ее сестры, которая там имеет разницу в возрасте, у них, по-моему, всего было 7 или 8 лет, но при этом она абсолютно здорова. Но видно, что даже у здоровой сестры есть отчетливый профиль по основным маркерам мембранной поверхности гемопоэтической стволовой клетки. Вот мы видим по CD117, по CD38, мы видим как по CD56. И вот видно, эти маркеры очень характерны. То есть диагноз клональности, нейроспецифической клональности мы можем сделать у больного, который не болеет. И это открывает огромные перспективы для диагностики, потому что генетически мы не можем найти эту патологию. А на уровне протеома мы уже видим ее. И протеомика позволяет дифференцировать, собственно, компенсацию от декомпенсации этого человека. Мы можем выделить эти клетки, используя обыкновенный автомат-сортер типа Клинимакса. И, соответственно, оценив генетическую клональность по тепловым картам, а также можем оценить по протеомике, мы четко видим мутации генов клональности в этих гемопоэтических предшественниках и видим протеомную недостаточность, которая очень характерна для этих пациентов. Этот способ ультраранней диагностики мы опубликовали в США, опубликовали в Швеции, опубликовали в России. Патент Российской Федерации получили на эту технологию, то есть он достаточно известен. Таким образом, мы подтвердили, что при боковом миотрофическом склерозе главное основное звено – это формирование патологии, протеомной патологии гемопоэтической стволовой клетки, и именно она должна стать объектом нашего
терапевтического воздействия. Мы назвали биотехнология персонализированной адаптивной биотерапии бокового миотрофического склероза, потому что она базируется на персональных генетических данных и персональных протеомных данных данного человека. В основу технологии реставрации поврежденной гемопоэтической клетки мы положили природоподобную технологию геномного балансирования. Эта технология была разработана в свое время специалистами Новосибирского НИИ цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Принцип заключается в том, что в специальных базовых условиях создается рекомбинантная ситуация, когда возможна гомологичная замена, равнозначная замена поврежденных, мутировавших участков хромосомы на здоровые участки хромосомы. То есть в обычном состоянии генетический материал не может попасть в клетку, но когда клетка начинает делиться, в ней ослабляются молекулярные связи. Если добавить генетический материал, то он может войти в эту клетку и реставрировать ее. То есть в клетке гемопоэтической стволовой клетки и в любой стволовой клетке существует программа равнозначной замены патологических участков. Мы создали эту технологию и, собственно, говорим, что да, действительно, эти фрагментированные участки способны заменить повреждения. Мы проверили это с использованием человеческой ДНК, которую помещали в геном взрослых мышей, показали, что это реально работающая технология. И показали, более того, восстановленные гемопоэтические стволовые клетки приобретают новые свойства, то есть и они перестают быть агрессивными к собственной ткани, нервной ткани человека. Все эти вещи опубликованы в российской и зарубежной печати, в общем-то, не являются какими-то неизвестными. И это открывает возможность, собственно, забрать гемопоэтическую стволовую клетку, используя или технологию забора лейкоконцентрата мобилизованных гемопоэтических клеток с периферической крови, или непосредственно забрать эти клетки из костного мозга. Соответственно, сама технология геномного балансирования использует абсолютно разрешенную к клиническому применению лекарственную субстанцию паноген, которая представляет собой двухцепочечную ДНК человека и разрешена еще в 2008 году Росздравнадзором к клиническому применению. Мы забираем костный мозг или забираем лейкоконцентрат этого человека, мобилизованных клеток, отправляем его генетикам для того, чтобы они в лаборатории смогли посмотреть, а возможно ли реставрировать, можно ли создать условия для реставрации этих поврежденных клеток. И если они говорят «да», то они нам дают определенные условия. Сколько, когда, где, какая концентрация, какая экспозиция этого материала, что мы должны сделать. То есть специальные базовые условия для гомологичной рекомбинации, то есть для равнозначной замены патологических участков на здоровые участки. Соответственно, итогом этого дела является то, что мы забираем замороженный препарат, размораживаем его и с учетом данных специальных базовых условий делаем из него генотерапевтический продукт. И, соответственно, используя общую схему персонализированной этой терапии, мы создаем условия подавления доминирующего клона с использованием стандартных подходов иммуносупрессии, готовим экс-виво, прямо уже перед введением, экстемпора, перед введением препарат и непосредственно вводим его пациенту. И этот препарат уже не агрессивных клеток непосредственных нервной ткани приводит к тому, что активируются собственные гемопоэтические стволовые клетки, здоровые, которые были задавлены, ингибированы этим доминирующим клоном клеток. И мы практически убираем эту смертельную иммунную петлю, и практически есть в ряде случаев шанс остановить это смертельное фатальное заболевание. Ну вот такая технология. Спасибо за внимание. Ждем вас у себя.